Воспоминание о грезах вернулось, и, конечно же, я хочу сделать для вас гайд на холодную голову, рассказать вам про цифры, про выгоду, про донат и все, что нужно знать и делать во время события. Очень важно, хочу попросить вас написать в комментариях, сколько дней вы играете и есть ли у вас сейчас это событие. Потому что в недавнем обновлении было написано, то, что событие станет регулярным, когда сервер достигнет определенного возраста. Хочу определить, что это за определенный возраст. Например, вот напишите: "Я играю 100 дней, события есть", или "Играю 50 дней, события нету". Очень интересно. Еще очень важно, у нас есть уже видео про это событие, я там прохожу уровни эмоционально и многие детали упускаю, но можете посмотреть, в принципе, прикольный ролик, сверху будет подсказка. Ну и давайте начинать. Во-первых, у нас есть уровни, мы можем получать опыт, проходя этапы. Чтобы пройти этапы, нам нужна рыба. Чтобы получать рыбу, нам надо проходить ежедневные задания, а также покупать пакеты. Это, конечно, не необходимо. И вообще я тебе не советую, если ты тратишь меньше $100 в месяц, то пакеты эти можешь смело пропускать. Однако, если у тебя будут такие проблемы, как будто, ну вот, чуть-чуть осталось и пройду, тогда, конечно, можно подумать и купить. Но в целом я тебе сейчас объясню, почему эти пакеты особого смысла не имеют. Во-первых, нам сказали, что вот этот вот пакет, сейчас давай здесь бесплатно получим, нам сказали, что этот пакет будет улучшен, точнее изменен. Я тебе сейчас покажу старую версию. Ну ты заметил, да? Они просто добавили выгоду 160%, ничего не меняя в пакете. Красавчики, это наши разработчики. Тут у нас первый уровень стоит 300 опыта. Дальше стоит 400 и так далее растет. Если честно, не знаю, сколько стоит третий уровень, но четвертый стоит через мой фарм-аккаунт, можно посмотреть. Сегодня на фарм-аккаунте без доната прошел 4 этапа вроде как. Даже каких-то, ну, особо проблем не было, потому что я понял кое-какую стратегию, которую я тебе сейчас тоже обязательно расскажу, поделюсь, и ты сможешь ее использовать. Вот смотри, я прошел, да, прошел четвертый этап без доната. Сверху то, что ты видишь, это просто у меня накопление. Ничего не покупал в прошлый раз, да и в этот, конечно же, тоже не планирую. Здесь мы видим то, что с четвертого, нет, с пятого на шестой требует 800 опыта. По-моему, четвертый уровень стоит 600, а третий стоит 500. К сожалению, не сможем это проверить, но, надеюсь, в комментариях нам ребята подскажут. Что важно понимать во время прохождения события? У нас есть подсказки, и я в прошлый раз ими очень плохо пользовался, можно сказать, даже пропускал. Также у нас здесь есть небольшое обучение, тренировка. Здесь я тебе могу показать, как именно надо пользоваться подсказками. Вот видишь, внизу справа есть лупа. На нее надо нажимать. Когда на нее надо нажимать, я тебе тоже объясню. Ты знаешь, где находится дым, да, он сверху костра, но ты не знаешь, про какой забор идет речь. Если ты сейчас нажмешь на лупу, то тебе подскажет про дым. Хорошо. Но мы знали про дым, если бы мы убрали дым вот так и спросили бы сейчас, то нам подскажут, где забор. Этим надо обязательно пользоваться грамотно. Хорошо? Это очень важно. Вот так вот мы нажимаем, вот шашлык, и проходим карманные часы, волк, перо. Давай начнем. Смотри, сейчас ты видишь, какая у нас глава. Ты видишь примерно то, что там нарисовано. И здесь ты видишь задний фон. Вот на этом моменте постарайся не нажимать сразу «Начать», а поищи информацию. Я постараюсь снизу под видео где-то скинуть вам ссылку на файл, где игроки заполняют данные о разных этапах, о разных главах, картинках. Надеюсь, найду. Видишь, у нас есть одна подсказка и 39 секунд. Давай начнем. И тут есть некоторые нюансы. Вот, допустим, смотри, окно, хорошо. Тренировочный манекен, вот он. Уличный фонарь, окей. Мешок песка, что это? Это груша. Такие вот иногда бывают переводы, не очень приятные. Шкив сверху, аптечка здесь. Видишь, я медленно все это делаю, потому что, в принципе, у нас много времени. Но стоит сейчас взять какой-то темп и придерживаться его. Из 39 секунд 15 секунд потратили. И также я тебе хочу объяснить насчет пакетов. Смотри, нам сейчас дают
За первый этап в общей сумме 250 лапок, 250 опыта. Если я куплю первый пакет, то я получу не 250, а 275. Нажав на награды, здесь мы можем посмотреть, сколько получаем наград с каждой главы. И, в принципе, мне кажется, самый выгодный вариант – это дойти до 6 главы. Это можно сделать, если вы купите пакет за $5 здесь и за $5 здесь. В прошлый раз я показал, так я и поступил. Потом немножко эмоции взяли вверх, хотел показать вам побольше глав. Дошел до 7, купил пакет за $10 еще сверху, но думаю, это уже того не стоит. Если вы средний донатер, то будем всегда доходить до 6 главы, проходить ее, конечно же. Надеюсь, вам всем будет вести. И здесь мы получаем около 170 кристаллов огня, построения и неплохое количество опыта. Давай посчитаем. 2200, 2800, 4000 опыта примерно получаем. Примерно столько мне не хватает до 10 уровня, если с 7 на 8 стоит 1500, 9 скорее всего стоит 1800 и 10 2000. Я думаю, что сразу буду брать данный пакет, как раз мне FrostPay в этом помогает, заспонсировал видео, так что обязательно переходите по ссылке в описании, пользуйтесь услугами FrostPay, это лучший донатный магазин. Ну и давайте продолжим нашу игру. Как я и сказал в начале, первые 3 главы будут проходить спокойно. На 4-й уже начнется немножко нехватка времени. Если хотите использовать подсказку, сначала уберите уже знакомые вам предметы и потом только используйте подсказку. Так, давай посмотрим. Окно, аптечка, фляга. Хорошо. Лыжи здесь, уличный фонарь, тренировочный манекен. Так, чайка, воздушный шар. Окей. В прошлый раз у меня начались проблемы, по-моему, на 5-й главе. Я постараюсь тебе показать как можно больше сегодня картинок, чтобы ты мог повторять за мной. Так, седло, шкив, вентилятор, манекен, табурет. И, кстати, вот этот вот первый этап, первая глава, она была такая же, как на фарм-аккаунте. И на другом аккаунте я тоже смотрел. На 3 аккаунтах моих первая глава одинаковая, вот это вот построение. Думаю, у тебя тоже. Напиши в комментариях, кстати. Так. Окно, лестница, шкив. Лыжи. Аптечка, чайка, манекен. Уличный фонарь, табурет, фляга. Хорошо, у нас еще 26 секунд аж целых остается в запасе. Так, забрали награду, как ты видишь, она у меня умножилась. Мы можем покупать множитель под конец этапа. Главное, до того, как получаем награды, купить, чтобы получить плюс 10%. Собрал еще ежедневные миссии и подумал так, ну что-то события для новшества слабовато. Ну, потому что у нас есть снегоуборщик, там награда лучше. Недавно была лавка разноцветного льда, там просто 2000 кристаллов огня за $5 забираешь спокойно. А тут слабовато, как по мне. Скины красивые, но на этом все, к сожалению. Мне кажется, надо улучшать события и донатить сюда особого смысла как будто бы не имеет. Другое дело то, что это событие интереснее, такое держит тебя на нервишках, скажем так, а снегоуборщик скучный. Хорошо, давай посмотрим, что у меня здесь за картинка такая. Что-то новое для меня, я эту картинку раньше не видел. Давай посмотрим. Так, лестница, хорошо. Колокол, он тут. И флюгерь, он здесь, хорошо. Попугай, доска объявлений, вот она, и ветрица, вот, хорошо. Ветряная мельница, ветрица, говорю. Запоминай, надеюсь, тебе тоже повезет, ты получишь те же картинки, что и я смогу быть тебе полезным. Флюгер, объявление, сапоги, лопата, попугай, лестница, колокол, седло. Ну, в принципе, как будто бы неплохой темп держим.
Напиши, кстати, в комментариях, насколько быстро ты проходишь, до какого этапа ты дошел, сколько ты потратил. Напиши донат и до какого этапа смог с таким донатом дойти. Очень интересно. Так, метла, соломенная шляпа здесь. Отсылка на One Piece, наверное. Пень, окей. Сапоги, доска объявлений, бочка. Мешочек. Мешочек, блин, нифига себе, мешок это. Вот иногда здесь такие мелкие проблемы с переводом бывают. Допустим, показывают шестеренку, а пишут шестеренки. Бамбуковая корзина. Окей. Так, надо ускориться. Лопата, соломенная шляпа, вилла, седло и рыбий скелет, да? Вот я его, допустим... вот он, хорошо. Но если бы я его не заметил, надо нажать на подсказку. Не надо верить в то, что ты найдешь. Вот это вот самообман. Ну, наверное, больше вера в себя. То, что нет, я найду, мне не нужна подсказка. Убивает время. Поэтому, друзья мои, ни в коем случае, если чувствуете то, что все, не справляетесь, быстренько нажал на подсказку и поехал. Еще один момент тебе сейчас покажу. Смотри, допустим, я вот хочу нажать сюда, и вот ожидание 3 секунды. 3 раза нажимаю неверно, ожидание 3 секунды включается. Минус 3 секунды считай. Код. Вот кота я не вижу. Нажимаем на подсказку. Подсказки нету. Окей, лестница. Хорошо, попугай. Доска объявлений. Соломенная шляпа. Ключ здесь. Седло здесь. Окей, колокол, перчатка, ветрица. Ветрица. Буду теперь так называть. Орел, след, сапоги. Метла, мешочек, бабочка. Бочка, огромный олень, рыбий скелет. Попугай, корзина. Хорошо. Так, прошли полностью этап и апнули уровень. Ура! Теперь у меня 8 уровень. Получить, получить. И сколько надо до 9? 2000, к сожалению, аж целых 2000. Интересно, сколько стоит 10? Надеюсь, мне будет хватать. Я очень хочу сделать 10, забрать рамочку, она мне понравилась, такая красивая. Здесь тоже получаем. Ежедневная миссия. И поехали смотреть мой третью главу. Надеюсь, что-то новенькое, надеюсь, что-то, что попадется и тебе. 34 секунды, одна подсказка. Хорошо, поехали. Ваза, картина, птичья клетка. Хорошо. Конечно, у тебя, может быть, не будет такого же этапа, как у меня сначала. Он может попасться тебе потом. То есть мой третий этап может попасться тебе на 5 главе, да. Но, может быть, там будут другие, кстати, предметы. Все это тоже учитывай. Посмотреть по видео не на 100% дает тебе успеха. Картина, ваза, птичья клетка, фонарь, граммофон, шарики. Шарики я не... вот там, сзади, хорошо. Кубок, телескоп, венок. В прошлый раз было очень смешно. У нас была яма на потолке. У нас что-то еще было очень... Такие странные переводы были. Уже не вспомню. Но напиши в комментариях, какие ты видел странные переводы, что тебе мешало побеждать и так далее. Венок, игровая доска здесь, солнце. Птичья клетка, фонарь, ваза. Хорошо, идем. «40 секунд без подсказки, ваза, шарики, фонарь. Лужа здесь, щит, кубок, зонтик, телескоп, картина. Игровая доска, граммофон, статуя льва. Хорошо. Еще 4 этапа и следующая глава.
солнце, сапоги, свеча, статуя льва, маска, ваза, венок, телескоп, кубок, картина, граммофон, лужа. 47 секунд без подсказок. Самолет. Вот он, картина здесь. Хорошо. Шлем. О, здесь горн. Здесь шарики тут. Ваза. Шелковый шкаф. Еще бы шарф, извиняюсь. Меч. Игровая доска, щит. Геккон. Окей. Зонтик, маска, свеча. Ну так, чуть-чуть уже было проблематичнее. Такие еще они выбирают предметы, которые, ну, в обычной жизни особо не встречаешь. Сундук. Я не могу найти сундук. Давай зонтик поищем. Фонарь. А теперь сундук. Может, это нет. А, вот он. Хорошо. Надо ускориться. Игровая доска, лужа. Сапоги, геккон, свеча. Шарики, ваза, маска. А, ну 26 секунд у нас есть. Корона. Птичья клетка, статуя льва. Окей. И последний уровень этой главы. Погнали. Одна подсказка есть. Хорошо, 54 секунды. Окей. Сундук здесь, змея. Вот она, сапоги здесь. Шарики. Телескоп. Фонарь. Фотокамера находится здесь. Птичья клетка здесь. Венок. Перьевая ручка. У нас перьевая ручка, вот она. Зонтик, кубок, метла. Шелковый шарф, игрушечный самолет, корона. Хорошо. Все, переходим к 4 главе. И вот там уже, ну, у меня на фарм-аккаунте там чуть-чуть были такие неприятности. Оставалось 3 секунды до конца, и я находил предмет с помощью подсказки. Ну, в общем, готовимся чуть нервничать. Поехали. Так, глава 4. Видим какое-то здание. Здание, хорошо. Сверху какой-то флаг есть. Угу. Еще можно вот так вот чуть-чуть пытаться читать предметы, пока закрыто. Вот видим там 2-3 буквы в центре. Наверное, это что-то типа яд, щит, что-то такое. Рог. Вот он, хорошо. Клещи тут, лопата здесь. Фляга рядом, гантель рядом, полотенце... Вот, нет, это не полотенце, полотенце висит. Тряпка здесь, защитные очки. Вот они, молот тут. Хорошо. 19 секунд осталось, да? Надо чуть-чуть ускориться и держать такой ровный темп, без нервов, без паники. Спокойно проходим, если что, нажимаем подсказку. 35 секунд. Хорошо. Гантель тут, свисток здесь, кружка рядом. Фляга, шлем, кинжал. Лопата, молот, тряпка. Полотенце, гаечный ключ, клещи. Дальше 35 секунд, одна подсказка. Снизу что-нибудь читается, как будто бы полотенце есть. А нет, аптечка. Окей, клещи, гаечный ключ. Школьная доска, тряпка, гантель. Шлем, кинжал, рог. Бочка. Вот видишь, я не знаю, где бочка. Надо сначала молот найти, потом нажать на это. А, реально, бочка это ведро. Классно. Бочка это ведро. Запомним. Хорошо. Если вы донатите больше, у вас доната, чем 10 тысяч долларов на аккаунте, пожалуйста, пожалуйтесь своему личному консьержу, пожалуйтесь своей там личной какой-то поддержке. Ну, это раздражает. Если бы у меня не было подсказки, я бы никогда не подумал то, что ведро – это бочка. Да, в этом плане, конечно, обидненько чуть-чуть. Гантель, молот, школьная доска. Швабра у нас, вот она. Бочка, клещи.
фляга, рог, заплатка. Заплатку бы найти, вот она. Кнут, тряпка, улей. Тренировочный манекен, гаечный ключ, аптечка. 7 секунд оставалось. Слушай, ну на тоненьком уже, можно сказать. Уже чуть-чуть было так напряженненько. Гаечный ключ, заплатка, тряпка. Рог, свисток, дымоход. Швабра, бочка, кинжал. Аптечка, дирижабль, кнут. Коньки. Так, школьная доска, коньки. Вот они. И 4. Вот цифры здесь сложно найти. Давай нажмем. Ого! Офигеть. Кружка, факел, полотенце. Я бы эту четверку в жизни бы не нашел. Да уж, хорошо, что нажал подсказку. Начать. Так, 35 секунд, одна подсказка. Спереди в центре что-то с одним словом. Коньки. Железный топор. Давай поищем вот так. Окей, школьная доска. 4. Фляга. Шлем. Полотенце. Улей. Бочка. Парашют. Кнут. Защитные очки. Тряпка. Клещи. Дымоход. Рог. Факел. Швабра. Манекен, кинжал, свисток. Фух, 3 секунды оставалось. Я нервничать начинаю. Так, все, нет, успокаиваемся. Вот на этом моменте можно, вот, знаешь, сделать паузу, подышать. Но я, конечно, продолжу. 37 секунд, подсказка. Одна, хорошо. Что мы видим? Ничего не видим, но, тем не менее, давай начинать. Клещи, аптечка, тренировочный манекен. Заплатка, шлем, гантель. Полотенце, кружка, смотровая, башня, вот она. Защитные очки, бочка, рог. Дирижабль, кинжал, парашют. Свисток, факел, школьная доска. Швабра, гаечный ключ, лопата. Ура! Ура! Так, мы подошли к последнему уровню 4 главы. Хорошо, давай сделаем это. Без подсказки, реально 38 секунд. Окей. Максимально сосредотачиваемся. Смотрим снизу, что есть. 3, в принципе, коротких слова. Бочку как будто бы вижу. Фляга. Парашют, заплатка. Молот, рог, смотровая башня. Здесь гаечный ключ, клещи, лопата. Кинжал, кружка, дирижабль. Школьная доска, улей, аптечка. Коньки, бочка, тренировочный манекен. Факел, свисток, швабра. Ну все, это было изи. Это было легко. Так, окей. Сейчас мы доходим до 10 уровня или нет еще? Нет, еще нет. Точнее, до 9. Сейчас мне не хватает рыбы, да, значит? Так, здесь мы получили 20. Все еще не хватает, да? У меня есть консерва. Одна консерва – это 10 рыб. Ну что, поехали дальше. Надеюсь, что-то, что тебе поможет сейчас тоже выпадет. Нужная тебе глава. Что мы здесь видим? Какое-то... ярмарка, что ли, какая-то? Ну, не знаю, давай посмотрим. Отвертка, птичье гнездо находится здесь, мегафон находится, вот он. Часы здесь, рюкзак, снизу защитные очки рядом. Ну у нас еще 20 секунд было в запасе. Но тем не менее, не надо расслабляться. Здесь расслабляться это только на вред нам идет. 38 секунд, часы, птичье гнездо, рюкзак. Отвертка, носилки, рогатка.
бинт. Вот он, клещи здесь, защитные очки рядом. Давай 38 секунд, одна подсказка. Снизу бинт, что ли, есть? Часы. Термометр. Нет, это не то. Давай найдем его. О-хо-хо-хо. Аптечка. Рогатка, самолет, винтовка. Ветряная мельница. Консервы. Вот они, окей. Термометр, конечно, сложновато было бы без подсказки. Так, 38 секунд. Поехали. Прожектор. Подсказки нету. Вот он. Термометр здесь. Наушники. Вот они. Винтовка, клещи, мегафон. Рогатка, консервы, тренировочный манекен. Лопата, часы, самолет. Так, еще 15 секунд оставалось. Но, наверное, с этого этапа, с 5-го, начнутся трудности. Одна подсказка есть. Хорошо. Труба, термометр, подвесной мост. Аптечка, прожектор, тренировочный манекен, самолет, рогатка, школьная доска. Носилки, парашют, бинт. И все. Сколько здесь у нас всего уровней? 10, да? Я думаю, сделаем. Не будем использовать донатные наши приколы. Надеюсь на это. 38 секунд. Хорошо, поехали. Газета. Школьная доска. Гаечный ключ. След. Телескоп. Клещи. Мегафон. Бинт. Аптечка. Подвесной мост. Дирижабль. Часы. Ура! Начать. 38 секунд. Снизу что-нибудь видим? Вроде нет. Веревку. Лестница. Подвесной мост. Веревку я даже не знаю. Вот она, хорошо. Носилки. Парашют. Ветряная мельница. Яблоко. Я не вижу яблоко. Подсказок нету. Школьная доска. Вот яблоко, хорошо. Клещи. Окей. Колокол, труба, заплатка. Нет, вот она рядом. Консервы, рюкзак, тренировочный манекен. Я букву W нашел сразу. Сейчас надо будет готовиться к ней. Может, это не W, может, это 3. Не знаю, посмотрим сейчас. 38 секунд. Мегафон, шкура животного здесь, ножницы рядом. Часы, лопата, анимометр. Что это такое анимометр? Рогатка, защитные очки, след. Половник, аптечка, веревка. Фляга, носилки, консервы. Как я понял, что это такое анимометр? Что это? Напишите в комментариях, я вообще не знаю. Так, поехали дальше. Начинаются трудности. 38 секунд. Опять ни одной подсказки. Да вы издеваетесь. Что там снизу? След, что ли, есть? Как будто след есть. Есть след, перчатка. Блин, вот она. Дирижабль сверху. Половник, лестница, фляга. Голова медведя. Вот она. Заплатка, рюкзак. Анимометр, часы, веревка. Аптечка, скамейка, защитные очки. Прожектор, тренировочный манекен, колокол. Еще 8 секунд оставалось. И сейчас последний вроде как уровень 5 главы. Да, сюда его. Погнали. 38 секунд.
снизу. Так, снизу ничего не понятно. Солнце какое-то. Так, телескоп, консервы, солнце. Нет, это не солнце. Это не солнце. Вот солнце, хорошо. Пятно, вот оно. Лестница здесь, носилки рядом. Защитные очки, тренировочный манекен, аптечка. Колокол, веревка, цветок, цветок, вот он цветок. Шарф, ножницы, труба. Шкура животного, клещи, мегафон. Ура, 4 секунды оставалось, но тем не менее, смотри, 5 глав без доната считай. Ну, без подсказ, без вторых попыток, без проигрыша 5 глав прошли. Я думаю, это уже, ну, неплохо. Так, и мы подняли наш уровень до 9. Отлично. У нас еще 587. 10 уровень стоит 2200. То есть 8 стоил 1500. 9 2000. 10 2200. Если что, если тебе это нужно, вот, теперь ты знаешь. Нам нужно еще 1500. Да? 1500? А, нет, 1700. 1600 с чем-то. Сколько мы получим отсюда? 1200 плюс 10%, 1400. И мне не хватает чуть-чуть совсем до 10 уровня. Ужас, неприятно. Ну давай пытаться, давай делать это. У нас есть попытки? Попыток нету. Покупать попытки я не буду. Или буду? Не знаю, если хотите вторую часть, могу снять ее завтра-послезавтра. Наберем 200 лайков и сниму. Вот, такие вот дела. Кстати, как тебе этот обман с улучшением пакетов, напиши в комментариях, очень интересно. Ладно, всем спасибо за просмотр, надеюсь, было полезно, всем пока.